В этом и следующем видео вас ждет изучение третьей очереди строительства Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня я вам дам общую информацию о строительстве 5 и 6 энергоблоков. Расскажу, для чего нужен был прутохладитель, и мы с вами посетим и изучим недостроенные градирни. Оставайтесь. Начнем сразу после короткой рекламы. Все это и многое другое вы найдете на моем лайв-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Ссылки я оставил в видео аннотации и в описании к ролику. А теперь погнали смотреть ЧЗО. Доброе утро. Сегодня у нас посещение третьей очереди строительства ЧАЭС. Я проспал часов 7. Сон был, скажем так, такой немножечко тревожный, потому что что-то там где-то бегало и так далее. А я нахожусь, в отличие от припятской квартиры, не на каком-то там этаже, а вот прямо на земле. Рядом какие-то разобранные холодильники, не пойми что, какие-то аппараты. В общем, заброшенный какой-то склад комбикормов, потому что его очень-очень характерный запах. Ну и ладно, сейчас буду собираться и стартовать. Оставив пауэрбанки ловить солнышко и немножко заряжаться, я стартую в путь. У меня 5,5 часов до заката, и я думаю, что что-нибудь я успею отснять на третьей очереди. Конечно, она большая. Сюда бы на пару-тройку деньков, но я думаю, что это уже нужно компанией. Для лучшего понимания того, где я нахожусь и что мы сегодня увидим в этом и следующих роликах, давайте обратимся к карте. Так называемая третья очередь – это заброшенная площадка строительства двух энергоблоков Чернобыльской атомной – 5 и 6. Строительство объектов подобного масштаба дорогостоящее и ресурсоемкое дело, поэтому строить одновременно все энергоблоки практически нереально. В итоге строят поэтапно. Каждый этап называют очередью. В контексте Чернобыльской атомной это сводится к 3 очередям. Каждая очередь включает 2 энергоблока. В состав первой очереди входит 1 и 2 энергоблоки, в состав второй, 3 и 4. К третьей очереди логично, что относятся 5 и 6. Здесь я объединяю энергоблок и здание машинного зала в одно слово – энергоблок, так как по факту это два разных сооружения, но одно от другого неотделимо. Таким образом, на момент аварии 2 очереди, включающие 4 энергоблока, были сданы и работали, и третья очередь вовсю строилась. Для того, чтобы разнести по времени использование техники, вспомогательных строительных конструкций и прочего, оба энергоблока строятся не одновременно, а с некоторым интервалом. При этом техника, освобождающаяся, например, от строительства котлована одного блока, переходит к строительству котлована другого блока. Я говорю очень упрощенно для того, чтобы передать суть. Нюансов здесь великое множество, и многих я не знаю, да и то, что знаю, передать в рамках небольшого видео весьма сложно. По факту, на момент аварии 5-й энергоблок был построен процентов на 70-80. 6-й только выходил из стадии нулевого цикла. Сама третья очередь находится на искусственном острове, образованном отводным и подводящими каналами первых 2 очередей и прудом-охладителем. Помимо недостроенных энергоблоков и вспомогательных зданий и сооружений, здесь еще находится несколько предприятий, либо функционировавших ранее, как, например, полевая база отдела радиоэкологии и радиобиологии, так и работающие сейчас, например, промышленно-отопительная котельная, сданная в 2001 году. Между делом я вышел на берег пруда охладителя Чернобыльской атомной электростанции, огромного искусственного водоема, который предназначался для охлаждения воды с 4 энергоблоков, со всех 4 энергоблоков, а для строящегося 5 и 6 энергоблока охлаждение подразумевалось уже с помощью градирин. Как я уже рассказывал в своем предыдущем видео, высота уровня воды пруда охладителя выше на несколько метров, чем уровень реки в Припяти. Вот там вот вдали желтая полосочка, сейчас немножечко приближу, это искусственная насыпная дамба, которая отделяет прудохладитель от реки Припять. И так как разница высот имеется, идет постоянная фильтрация, то есть просачивание воды из прудохладителя в
реку. Соответственно, получается, что сюда нужно постоянно закачивать воду. И в год примерно закачивают объем воды, равный объему самого прудоохладителя. Сейчас начали его потихоньку осушать, так как он не нужен, так как энергоблоки выведены из работы, потихоньку спускают уровень воды. Резко осушить его нельзя, потому что сюда после аварии сбрасывали воду из технологических систем реактора, и поэтому здесь находится некоторое количество радионуклидов. В идеале хотят, чтобы потихонечку осушающееся место, точнее место, которое освобождается, вот видите, вода отступила, то есть раньше-то берег, скорее всего, здесь был, где я стою, вода отступила. Хотят, чтобы это дело потихонечку зарастало травой, там всякими разными растениями, потому что они своими корнями плотно удерживают почву и не дадут ветрам, эрозии поднять эту радиоактивную пыль и разнести по округе. Так что вот потихонечку этот прудоохладитель скоро исчезнет. Дополню информацию о пруде-охладителе. Зачем он нужен и как формировался этот водоем именно для ЧАЭС. Реакторы РБМК являются одноконтурными, то есть теплоноситель, разогретый в ядерном реакторе, вращает турбины турбогенератора. Теплоносителем является вода, и, естественно, проходя через реактор, она активируется, то есть становится радиоактивной. Но есть еще второй вспомогательный контур. Это вода, необходимая для охлаждения прошедшего через турбины отработавшего пара. Охлаждение осуществляется в специальных теплообменниках – конденсаторах. Она не радиоактивна, так как не перемешивается с водой из основного контура. Для ее охлаждения, в зависимости от географического расположения АЭС, применяются несколько способов. Первый – это использование больших естественных водоемов. Пример тому – ОАЭС и Финский залив. Прогреть его будет сложновато, поэтому он идеально подходит для этих нужд. Второй способ – создание искусственных водоемов по типу прудоохладителя Курской или Чернобыльской АЭС. Третий способ – охлаждение воды с помощью градирин, как, например, на ОАЭС-2. Прудоохладитель Чернобыльской АЭС не всегда был таким, каким его вы привыкли видеть. Вначале он был гораздо компактней. Площадь его составляла 12 квадратных километров, и он обеспечивал работу первой очереди АЭС. Строительство второй очереди потребовало увеличения объема пруда для того, чтобы вода в нем успевала охладиться. Пруд расширили почти в 2 раза, и его площадь стала равняться 21,7 квадратным километрам. Дальнейшее расширение пруда в связи со строительством третьей очереди было уже невозможно из-за того, что было банально некуда, и так уже практически уперлись в город Чернобыль. Поэтому было принято решение о промежуточном охлаждении воды с помощью градирин. Более подробно об этом я расскажу далее по ходу видео. Работает прудоохладитель просто. Нагретая в ходе технологических процессов вода по отводному каналу сбрасывается в пруд, где отдает свое тепло на нагрев атмосферы и донного грунта. Для улучшения циркуляции воды и ее более качественного охлаждения в пруду построена разделительная коса. То есть сброс воды идет с одной стороны косы, а забор с другой. Вода таким образом проходит по всей площади пруда, отдавая максимально возможное количество тепла. Нифига себе, голова от рыбки такая валяется. Это, если что, моя GoPro на сравнение. Жесть. А еще следы песиков здесь виднеются везде. Ататат. Периодически встречаются рыбки, у которых еще больше головы были. Ну, в общем, такие вот монстрики здесь плавали. А это, видимо, скелет от нее. Как говорят, после остановки атомной электростанции экологический баланс здесь несколько нарушился в этом пруде-охладителе, так как когда она работала, он был более теплым. Соответственно, здесь жили те рыбы, которым нужно, более теплолюбивые. Когда атомная электростанция перестала работать, пруд охладился, и этим рыбам стало тяжко, они начали вымирать. Ну и плюс еще сейчас его площадь уменьшается, соответственно, сейчас тут пойдет борьба за выживание в этом водоеме. С довольно-таки печальным итогом, что в конце не останется никого. А вот я спугнул какую-то змейку, которая спряталась под камни. Хорошо, в берцах. Ну, по-моему, у нее там все вырыто и все и нормально. Ну ладно. И первым делом, что я хотел бы вам показать на третьей очереди из такого серьезного интересного, это вот эта вот градирня. Недостроенная градирня. Еще раз повторюсь, 80%. На таком этапе было остановлено строительство 5-го энергоблока. 6-й был еще в стадии котлована, но уже выходил из него. Так что эта градирня должна была служить для 5-го энергоблока, который должен был быть запущен в декабре 1986 года. Не срослось. Я стою где-то метров в 50 от основания градирни, и она уже с трудом помещается в кадр. Конечно, монструозное сооружение, потому что бывают градирни побольше, бывают градирни поменьше, но для атомной электростанции понятно, что маленьким не обойдешься. Поездка на ОАЭС-2, на стройплощадку ОАЭС-2, это мне убедительно доказало. 150 метров в высоту градирни там строится, это жесть. А мы с вами, пока я тут разговариваю, входим под ее основание. Надо переходить на GoPro. Ну что ж, давайте с вами пройдем
внутрь этого замечательного сооружения. Оно, конечно, поистине монструозно. Огромное в диаметре, я не знаю даже сколько, метров 80, наверное. Так, навскидочку, сколько сюда бетона было угрохано. Ну, принцип устройства, еще раз повторюсь, сюда под давлением с атомной электростанции подавалась вода. Не радиоактивная вода, обычная вода, это со второго контура охлаждения. И эта вода под давлением здесь форсунками должна была выпрыскиваться наверх. И пока она летит, она как вот в душе охлаждается потоком воздуха. Точнее, даже не то, что потоком воздуха, здесь постоянно тяга присутствует, потому что снизу этот воздух подсасывается. И, соответственно, вода падает, она как бы в него трется и охлаждается. Охлаждается она всего на несколько градусов, но это именно то, что нужно. Дальше вода собирается вот здесь внизу, в том бассейне. Здесь должен был быть бассейн. И насосами также откачивается и закачивается обратно в сторону атомной электростанции в контур охлаждения. Примерно так это все должно было работать. Дополню свое объяснение в видео и заодно скорректирую некоторые неточности, сказанные там. Для начала более наглядно на схеме покажу, как работает градирня такого типа. Это башенная градирня, выполненная в монолитном бетоне. На схеме показано ее устройство в целом и справа крупным планом. Работает она так. Горячая вода подается от, в нашем случае АЭС, по подводящему трубопроводу наверх к водораспределительным трубопроводам с разбрызгивающими соплами. То есть там не один огромный фонтан бьет, а много маленьких. Вода падает на так называемое растительное устройство. Его смысл в том, чтобы создать как можно большую площадь соприкосновения воды с воздухом. Так как градирня высокая, то внутри естественным образом возникает тяга. Холодный воздух поднимается снизу, а навстречу ему по растителю стекает вода. При этом воздух отнимает часть тепла у воды и, насыщаясь влагой, поднимается. Поэтому градирни парят, а не дымят, как некоторые думают. Некоторую аналогию тому, что я рассказываю в видео, можно увидеть, проведя довольно-таки простой эксперимент в душе. Берем душевую головку, включаем горячую воду и пускаем воду по холодной кафельной плитке. Стекая вниз, вода, охлаждаясь об плитку, будет уже довольно-таки прохладной. Если я долго буду держать душ, то плитка нагреется, и вода через какое-то время снизу будет течь такой же горячей. Но в градирне постоянно навстречу воде дует прохладный воздух, вызывая ее равномерное и постоянное во времени охлаждение. Охлажденная вода с оросителя настоящим ливнем падает в водосборный бассейн, откуда уже откачивается обратно в систему. В случае с третьей очередью все было чуть хитрее. Здесь градирни должны были служить промежуточным этапом охлаждения. То есть план был таков. Вода забирается из подводящего канала, проходит через АЭС, там нагревается, дальше по напорным трубопроводам гонится на градирне и, охладившись там, по отводному каналу сбрасывается в пруд-охладитель. Таким образом, использование градирен как бы компенсирует невозможность расширения площади пруда, охлаждая воду и не вызывая перегрев воды в пруде охладителя. Странно, что местными металлоконструкциями не воспользовались любители металлов. Радиационный фон составляет в районе, сейчас скажу, фон у Земли составляет порядка полумиллирентгена. Постоянно ругается. Дозиметр у меня сейчас порог выставлен, как раз 500 микрорентген. Прикольно, когда наводишь небо, фокус немножечко теряется, потому что он наводится, видимо, где-то по центру, а по центру-то ничего и нету. Интересно, как осуществлялось передвижение палубки наверх, как осуществлялся ее подъем. Ну, видимо, она там как-то крепилась там крюками. Потом их поднимали, просто отцепляли и перемещали наверх, не знаю даже. Но ходить по тем конструкциям тоже надо было свои стальные яйца иметь. Еще мне стало интересно, зачем вот такие вот бетонные короба находятся, установлены, через которые проходит труба. Но мне кажется, что это часть системы распределения воды. То есть приходит одна большая труба, а потом она делится на сеть более маленьких, потом еще на более маленьких, и на этих самых-самых маленьких стоят уже форсунки, которые выстреливают водой наверх. Ну, как-то так. Может быть, здесь как раз отводились трубы меньшего диаметра, а может что-то другое. Дверка мне вот эта в градирне нравится. Окошко точнее. Окошко в небо и окошко в огромное дупло бетонное. В метрах 100 от той градирни находится начатая градирня для охлаждения нужд 6-го энергоблока. Но ее степень готовности, естественно, меньше. Вот можно даже сравнить. Вот такие вот дела. Ну что ж, сооружение действительно монструозное, хорошо, что сюда зашли. Ну а теперь давайте продвинемся в сторону
непосредственно самих энергоблоков к крану грузоподъемностью 640 тонн, который осуществлял монтаж деталей реактора. Жара просто иссушающая. Футболка, которую я намочил и не выжимая одел, так что вода по мне стекала, уже практически полностью высохла. И перед тем, как зайти куда-нибудь, я еще зайду и разок намочу. Все-таки это очень спасает, когда влага испаряется с тебя. Иначе организм начинает выделять интенсивно свою влагу. А это потеря воды и соли. Иду по железной дороге. Идет колея. Грубо говоря, здесь железная дорога, она закольцована. Тут можно через два моста железнодорожных, проложенных через подводящие, отводящие каналы, можно, грубо говоря, ездить по кругу. А здесь отходят два пути к площадке товарно-материальных ценностей. Как я понимаю, объект живой, но, в принципе, он нам особо не интересен. Нам интересно вон то, что подальше. В центре экрана как раз тот самый экран, к которому мы идем. Ничего себе, поднялся сильный такой ветер. Мощный. Я дошел практически до крана, но там металлюги, собачки. Опаньки. Кажется, Андрюша попадает на ливень. Оп-оп-оп-оп-оп. Нифига, ветрюган такой. Короче, рядом гавкают собаки. Я сейчас наверняка напорюсь на кого-нибудь из людей. Не знаю, чем это закончится, но просто уходить отсюда не отснявшись, конечно, не хочется. Посмотрим. Кран ГП-40 грузоподъемностью, ГП-640 грузоподъемностью 640 тонн. О нем я уже вам говорил. Конструкция высотой метров 35. Большая по размерам, конечно. Передвигалась наверняка по рельсам. Ну вот, в принципе, остатки шпал. Точнее, шпалы видны. Такие довольно специфические, более толстые и только под одну рельсину. Ничего себе, такой ураганный ветер практически поднялся. Видимо, сюда по железной дороге привозили конструкции реактора и потом этим краном, собирали их здесь. Цех укрупненной сборки наверняка должен был быть, то есть где крупные элементы монтировались, еще более крупные, они поднимались этим краном и уже ставились непосредственно на место, куда нужно было. Действительно, конечно, мощная, красивая конструкция, ажурная такая. По ней, в принципе, проблем нету залезть, но я постараюсь не так сильно судьбу испытывать, потому как вам так хорошо рассуждать за экранами, что залезь сюда, сделай то, сделай это, но черт его знает. Я в душе надеюсь, что мою ходьбу здесь понизу не спалят, а уж если я полезу наверх, то там точно буду на виду, как на ладони. Вон там вдали стоят машины, там социум. Я так в открытую иду, конечно, на виду. Надо чуть-чуть свалить. Так, нам нужен энергоблок. Вот он, родненький. Обратите внимание, что часть энергоблока светлая, часть красная. Светлая — это бетон, а красная — это металлоизоляция. Изначально, когда строился энергоблок, он строился нормально, в бетоне, все как обычно. Потом, когда случилась авария, и когда еще не знали, что продолжать строительство не будут, решили его законсервировать. Но перед этим обшить листами металлоизоляции и покрасить их грунтовой краской. Вот такой вот красный. Это было сделано для того, чтобы защитить внешние стены энергоблока от оседания на них радиоактивных частиц. Вот поэтому он такой красный на многих фотографиях. Именно из-за этого. О, Рафик. Со старыми украинскими номерами. Ну, как сказать, со старыми. Это уже постсоветские номера, но сейчас немножечко другое расположение, знак буквы, цифр на номерном знаке. Нифига стекла бить? Непонятно. Венчает вход в сам энергоблок здания блоков вспомогательных систем реакторного оборудования. Изучив некоторые близлежащие к энергоблоку места, мы приступаем к его исследованию. Этому я посвящу следующее видео. В нем познакомлю вас с громадой недостроенного энергоблока, постараюсь наиболее просто и доступно объяснить принцип работы реактора типа РБМК, у меня случится неожиданная встреча с социумом, и под конец меня застанет погодное ненастье. Оставайтесь на канале. Это Урбан Туризм. Это МШ.